EB-1, EB-2, EB-3– это все разные типы грин-карт. От правильного выбора зависит, получите ли вы грин-карту. Я Данил Тонкопий, вы на канале «Я мигрант». А сегодня мы обсудим рабочие категории грин-карт США. И поможет разобраться в этих грин-картах лицензированный иммиграционный адвокат, у которого за плечами больше 5000 одобренных виз и грин-карт. Татьяна Арестова. Здравствуйте, Татьяна. Добрый день, здравствуйте, Данил, здравствуйте, зрители и слушатели. Татьяна, в самом начале я хотел спросить про вас. Можете рассказать о своей профессиональной деятельности, о лицензии, о вас? Да, конечно, я адвокат, получила юридическое образование в Соединенных Штатах в университете Темпл в Филадельфии. Очень хороший университет, очень рекомендую. И получила я свое образование, а также свою юридическую лицензию в 2000 году. До этого я работала помощником иммиграционного адвоката, много дел сделала как помощник, прошла всю вот эту вот цепочку от сотрудника низового уровня до уже, собственно, адвоката. У меня есть лицензии в штатах Пенсильвания и Нью-Джерси, а также я практикую в федеральных судах Нью-Йорка, Нью-Джерси и Пенсильвании. Я долгие годы занималась практически всеми областями иммиграционной практики, начиная с убежищ и habeas corpus petitions, и подавала апелляции в федеральные суды по также иммиграционным депортационным делам. Последние годы, где-то лет 15, я фокусируюсь на бизнес-иммиграции и стараюсь посвящать свое время в основном иммиграции, связанной с бизнес-вопросами, что довольно широкий спектр, и также иммиграция, связанная с работой, талантами. Вот это та область, которая меня больше всего интересует, хотя, конечно, и семейные кейсы, и какие-то другие кейсы, инвесторскую миграцию мы тоже, безусловно, делаем. Спасибо. Тогда сразу перейдем к бизнес-иммиграции и к профессиональной рабочей иммиграции. Тема нашего выпуска EB-1, EB-2, EB-3. И вы могли бы нам рассказать, в чем между ними разница и что это вообще такое? Да, безусловно. Вопрос, сразу скажу, очень такой комплексный, потому что сравнивать EB-1, EB-2, EB-3 – это не просто, как говорят американцы, сравнивать яблоки и апельсины, а это еще сравнивать яблоки, апельсины и ананас. Поэтому давайте подробно разберемся во всех этих фруктах. Итак, EB-1. Что значит EB-1? EB – это сокращение от слов employment-based, то есть основанный на работе. Соответственно, вся иммиграция, связанная с трудовой деятельностью в Соединенные Штаты, подразделяется на несколько иммиграционных категорий, и, в частности, вот наиболее распространенные, можно сказать, категории – это первая, вторая, третья, EB-1, EB-2, EB-3. Значит, что касается EB-1, то это категория заявок, которые подаются либо на основе выдающихся способностей, либо на основе того, что человек имеет постоянную работу в университете в Соединенных Штатах, либо на основании того, что человек имеет крупную компанию за рубежом, а также предприятие в Соединенных Штатах тоже довольно крупное. В этих предприятиях должны работать люди с высшим образованием, и на основе связи между компаниями, как мультинациональный менеджер или экзекутив, человек может претендовать на грин-карт по категории B1. То есть, скажем так, довольно пестрый набор. Если человек подает документы как лицо с выдающимися способностями, ему не нужен работодатель, он должен закрыть определенного рода критерии. Есть 10 критериев, из которых нужно закрыть как минимум 3. Также нужно показать мировую известность, мировую славу, также нужно показать, что вы способны принести Америке серьезную пользу. То есть это петиция, которую, в общем, человек может при желании сделать самостоятельно, без поддержки каких-то американских компаний и институций, на основе своих собственных достижений и на основе того, что он способен принести Америке пользу. В эту же категорию входят люди, полностью зависимые от своего работодателя, например, профессора американских университетов. Но это отдельная тема, они должны иметь постоянную позицию, и здесь решение, подавать на них документы или не подавать, принимает университет. Что касается EB-1C, это тоже петиция, которая, в общем-то, подается человеком самостоятельно во многом, хотя у него
может быть работодатель, это может быть, например, руководящий работник, не обязательно владелец предприятия, может быть еще мультинациональный менеджер или экзекьютив, который является наемным работником, и в этом случае работодатель может подавать его петицию, или если человек является владельцем компании, то, хотя формально петицию подает компания на него, он все-таки сам принимает решение о своей подаче, то есть довольно большое количество людей включается в категорию EB1 из тех, кто, в общем-то, берет свою судьбу в свои руки и подает эту петицию вне зависимости от каких-то других людей или предприятий. Категория EB2. Вторая миграционная категория тоже делится на две подгруппы довольно широких. Первая подгруппа – это люди, на которых петицию подает работодатель через процесс, который называется Labor Certification, то есть трудовая сертификация. В данном случае работодатель должен предложить человеку постоянное рабочее место, показать, что нет американцев, которые претендуют на данное рабочее место. И во вторую миграционную категорию EB2 входят люди, которые имеют степень магистра или эквивалент. Как правило, это бакалавр плюс 5 лет опыта работы. Значит, в этом случае, если на них подает петицию работодатель, они идут по категории EB2. Также человек может попросить waiver вот этого самого Labor Certification процесса. В данном случае человек может подавать на National Interest Waiver. То есть он просит государства разрешения не проходить вот этот вот процесс трудовой сертификации в силу того, что он удовлетворяет определенным критериям. Значит, какие-то критерии. Либо человек, опять же, должен иметь степень магистра, либо он должен соответствовать уже не как в EB1 критериям extraordinary ability, а он должен соответствовать критериям exceptional ability. В других передачах мы можем подробно их разобрать, но в общем и целом эти критерии достаточно простые к удовлетворению. Это такие критерии, как наличие ученой степени, причем степень не обязательно должна быть высокой, такой степенью, как кандидат наук, подходит степень бакалавра, например, или даже американская степень associate иногда может пройти. Это вот такая двухгодичная degree или степень, которая дается после 2 лет обучения. Значит, это один из критериев. Второй критерий – это наличие 10 лет опыта работы. Третий критерий – это наличие лицензии. Также можно показать наличие необычайно высокой зарплаты. И можно показать наличие признанных, высоко признанных профессиональных достижений. И, что интересно, есть один очень легкий критерий, который называется членство в профессиональных ассоциациях, организациях. В отличие от категории EB1, где нужно показать членство в организациях, которые требуют выдающихся достижений, для удовлетворения критерия Exceptional Ability такого требования не предъявляется. То есть можно, например, быть просто членом профессиональной ассоциации или организации в своей области, и это один из 3 критериев, которые можно закрыть. Помимо того, что человек должен закрыть эти критерии, самая важная часть заявки на National Interest Waiver – это, собственно говоря, national interest, то есть национальный интерес. Для того, чтобы подавать на эту заявку и для того, чтобы получить одобрение по этой классификации, человек должен предложить Соединенным Штатам некое начинание, по-английски endeavor, которое будет в национальных интересах Соединенных Штатов, которое будет приносить Америке существенную пользу. Также человек должен показать, что он well-positioned, то есть в состоянии воплотить указанное начинание, и из этого уже делается вывод с помощью анализа, который тоже должен быть произведен в кейсе, что человек в силу вышеуказанного заслуживает waiver вот этого самого Labor Certification процесса. Я заранее прошу у слушателей прощения за то, что смешиваю языки, но некоторые профессиональные термины при переводе на русский язык становятся неточными, а хотелось бы передать именно смысл тех слов, которые используются в законодательстве, для того, чтобы вы понимали, о чем будет идти речь в ваших документах, если вы когда-то будете их подавать, чтобы правильные слова ассоциировались в вашем понимании с, значит, вот этими понятиями. Абсолютно правильно. Да. И последняя категория, которой ты меня спрашивал, это категория EB3. Эта категория не предусматривает подачи документов самостоятельно, без работодателя, то есть процесс Labor Certification обойти не удастся.
То есть в отличие от EB1, где можно подать документы самостоятельно, EB2, где можно подать документы без работодателя через процесс National Interest Waiver, по EB3 нужен обязательно американский работодатель, который, опять же, предлагает человеку постоянное рабочее место на W2, то есть на работу в штате компании, где все налоги вычитаются сразу, соответственно, W2 – это такое название бухгалтерской формы, которая оформляется по итогам работы, то есть работа субконтрактором, работа каким-то фрилансером не пойдет для того, чтобы ее предложили для оформления процесса Labor Certification. Соответственно, рабочее место, опять же, предлагается американским гражданам с помощью объявлений в газете. Я думаю, что мы особую специальную передачу сделаем, посвященную этому процессу тоже. Категория EB3 также разбивается на две подчасти. Соответственно, по EB3 люди могут оформляться либо как квалифицированные работники, либо как неквалифицированная рабочая сила, то есть skilled и unskilled. Большая разница в требованиях прежде всего, то есть skilled workers – это люди, работа которых требует либо как минимум 2 годов опыта работы, либо наличие как минимум степени бакалавра. И unskilled – это люди, работа которых не требует каких-то предварительных навыков. Почему это важно? Потому что каждая вот из этих подгрупп обрабатывается в разные сроки, и документы люди могут получить, соответственно, значительно быстрее, если они оформляются как skilled worker, в противоположность людям, которые идут как unskilled. К примеру, сейчас, в 2025 году, в июне, на adjustment of status, то есть на смену статуса или на получение грин-карты, если вы находитесь за рубежом, могут претендовать люди, которые по категории skilled worker подали свои документы в феврале 2023 года. А вот если вы подавали как unskilled, то тогда это 2021 год, то есть по срокам unskilled иммиграция, неквалифицированная иммиграция, значительно более длительная, много времени занимает, поскольку квота не такая большая, а желающих на данные рабочие места оказалось больше, чем квота, и, соответственно, вот выстроилась эта очередь. То есть на skilled worker примерно 2 года и 4 месяца, на unskilled больше 4 лет. А если мы об этом заговорили, то можете сравнить, сколько времени занимает в среднем получение по всем этим категориям EB1, EB2, ну, про EB3 мы уже поговорили. Да, конечно. Значит, общий принцип такой, что чем больше желающих подает документы и проходит в итоге по какой-либо иммиграционной категории, чем проще по ней пройти, тем дольше эта категория будет занимать, потому что у нас есть квота. Соответственно, EB1 – это категория, по которой довольно сложно получить одобрение. Не так много людей в мире могут доказать, что они являются лучшими специалистами на вершине своей области. И в этом случае очереди у нас вот сейчас нет, то есть никаких задержек в визовом бюллетене, который определяет, когда человек может получить свою визу или грин-карту или подать документы на смену статуса, сейчас для категории EB1 нет. Это может измениться, если больше талантливых людей подадут на иммиграцию в Соединенные Штаты, или если люди будут с большей легкостью выигрывать свои дела. Очередь может образоваться, и были такие периоды в нашей истории, что категория EB1 задерживалась на какой-то срок, но она никогда не задерживалась так сильно, как вот, например, категория EB3, которую мы только что обсудили. По категории EB2 одобряемость кейсов выше, пройти проще и, соответственно, очередь длиннее. Сейчас в июне 2025 года могут подавать на adjustment of status или получать green card те люди, которые начали свой EB2 кейс, я имею в виду National Interest Waiver Case, в октябре 2023 года. А вот с Labor Certification процессом там все немножко по-другому. Приоритетная дата, по которой отслеживается очередь, устанавливается в тот день, когда люди подали свою заявку на Labor Certification. То есть те, кто идут через этот процесс, они не теряют вот тот срок, который они ждут в Департаменте труда прохождения своего кейса. Значит, соответственно, вот эти люди в октябре 2023 года подали, если они идут по EB2 и по Labor Certification, то в октябре 2023 года они подали свою Labor Certification заявку,
И, соответственно, если они уже прошли этап Labor Certification, то есть трудовой сертификации, прошли этап оформления иммиграционной визы после этого, то вот сейчас в июне 2025 года они смогут подавать заявки на Adjustment of Status, или если они находятся за рубежом, получать свои миграционные визы. Соответственно, если человек здесь, внутри страны, подает заявку на Adjustment of Status, как правило, этот процесс занимает еще год, то есть еще год нужно прибавить к сроку ожидания. А людям, которые рассматривают переезд в Америку и выбирают, пытаются разобраться во всех этих нюансах разных категорий грин-карт, как им понять, как им выбрать, что подходит именно этому человеку? Потому что, как вы правильно сказали, на вершине профессионализма находятся далеко не все, но на то она и вершина. 1% или какой-то процент этих людей. А большинству людей куда лучше подаваться? Что может быть самым доступным или самым подходящим для людей, у которых есть какой-то опыт, есть образование, какие-то достижения, но нету наград или Нобелевской премии? Спасибо за ваш вопрос. Вопрос действительно непростой. Значит, дело в том, что открытой иммиграции в Соединенные Штаты нет. В отличие, например, от других стран, где можно набрать какое-то количество баллов, претендовать на иммиграцию просто по вашей биографии, в Соединенных Штатах такой системы нет, и нужно либо иметь работодателя, который будет подавать на вас петицию, то есть, возможно, кто-то может работать в филиале американской компании за рубежом, постепенно перевестись сюда, и здесь уже работодатель может оформить на них документы. Либо наиболее продуктивный способ – это подумать про категорию EB2 National Interest Waiver, естественно, в случае, если человек, во-первых, имеет либо степень магистра, либо подходит под категорию Exceptional Ability, исключительных способностей, а также, самое главное, способен принести Америке пользу. Вот та польза, которую вы можете реально и по-настоящему принести Соединенным Штатам, это вот ключ к успеху. Поэтому если у вас есть блестящая идея или начинание, которое вы развиваете и которое вы хотели бы развивать здесь, вот это вот тема для размышлений и для выбора, в общем-то, иммиграционного пути. Скажите, а когда человек подается на грин-карту, и, допустим, ему его одобряют, но у человека есть семья, дети, они тоже получают грин-карты? Да, очень важный вопрос. Семья, безусловно, включается супруг или супруга, а также включаются дети до 21 года. И здесь очень важно понимать, что с детьми все непросто, если они находятся на грани уже 21 года. То есть в многих случаях ребенок по-прежнему может быть включен в кейс, если петиция подана до 21 года ребенку, но иногда это не получается, поскольку это зависит от того, какие конкретно документы вы подавали. И здесь важно изучить тонкости нашего закона, который называется Child Status Protection Act. И по условиям этого закона ребенок может попасть или не попасть, но обычно это вот касается только тех детей, которые находятся уже в возрасте близком к 21 году на момент подачи документов, и тех, кому уже больше 21 на момент, когда документы выдаются. Поэтому если ваши дети еще не в этой зоне, то волноваться не стоит. Спасибо. И у меня последний вопрос, просьба к вам. Можете ли вы порекомендовать что-то людям, которые собираются в Америку, которые рассматривают этот путь, думают об иммиграции и готовятся к грин-картам? С чего им начать? Да, тоже еще один очень хороший вопрос. Значит, я бы посоветовала, безусловно, прежде всего подумать о том, что вы будете здесь делать, кому вы здесь будете нужны, как вы видите себя в этой стране, какие навыки, возможно, будут здесь востребованы, и, возможно, каким-то образом вы могли бы укрепить ваши знания и навыки, или сформулировать какую-то бизнес-концепцию, которую вы тут хотели бы развивать. Значит, как я уже сказала, открытой иммиграции в Америке нет, поэтому легких путей, безусловно, нет. Но если человеку есть что предложить, то у него, безусловно, будут варианты. Спасибо вам большое, спасибо за подробности и спасибо за ваше время. Спасибо вам за внимание. Всего доброго.